Всем привет, это канал MBS Electronics, меня зовут Олег. В этом видео обзор еще одного комбинированного прибора из Китая. Это мультиметр с функцией осциллографа, ну или наоборот осциллограф с функцией мультиметра. И так будет правильно. Здесь довольно хороший мультиметр и неплохой осциллограф с полосой пропускания в 10 МГц, что довольно неплохо для комбинированного прибора. Производитель позиционирует этот прибор именно как осциллограф, а также при включении питания он загружается именно в функцию осциллографа. В комплекте есть вот такой мягкий чехол на молнии для хранения прибора. Давайте откроем и посмотрим, что у нас там внутри. Внутри у нас есть инструкция, она полностью на английском языке. Такая довольно объемная книжица. Ровно половина этой брошюрки до разворота посвящена функции осциллографа, а вторая половина функции мультиметра. Сам прибор, вот он такой. Было бы, конечно, странно, если бы его не было в комплекте. Стандартный осциллографический щуп с отверточкой в комплекте для калибровки делителя этого щупа. Естественно, щупы для мультиметра, потому что это мультиметр. Довольно качественные щупы. Вот эти сами иголочки у них не совсем обычные, то есть не совсем такие, какими комплектуются дешевые мультиметры. Довольно острые иголочки с золотистым покрытием. Кончики у них реально острые, как швейные иголки. Есть USB Type-C кабель в комплекте, он используется для заряда встроенного литий-ионного аккумулятора. Внутри стандартный аккумулятор типа 18650, поэтому в случае чего проблем с заменой не будет. Кроме того, USB-порт используется для связи с компьютером. Осциллограф может запоминать экраны, сохранять их в свою встроенную флеш-память, как обычные графические BMP-файлы. Мы можем подключить осциллограф к компьютеру, он видится как обычная флешка, и посмотреть эти файлы на своем компьютере. Также через этот USB-порт мы обновляем прошивку. Последнее, что оказалось в коробке, это вот такая термопара, которая, как нетрудно догадаться, служит для измерения температуры в диапазоне от 0 до 1000 градусов Цельсия. Обычная трубчатая термопара, какая идет в комплекте с большинством мультиметров, которые могут измерять температуру. В нижней части корпуса у нас стандартные разъемы, как и у любого мультиметра. Силу тока этот прибор может измерять до 10 ампер. Сразу под экраном 4 функциональных клавиши от F1 до F4. Цветной экран с диагональю 2,8 дюйма. Сначала я подумал, что это по бокам прорезиненные вставки, но оказалось, что это просто инкрустация из черного пластика. На самом деле вот этот красный материал — это резина, точнее обрезиненный пластик, такой приятный soft-touch материал. Под резиновой заглушкой выход тестового сигнала и порт USB Type-C для зарядки и связи с компьютером. Сзади есть откидывающаяся подставка, чтобы установить прибор на столе. Здесь у нас BNC разъем для подключения осциллографического щупа. Разъем у нас такой один, потому что осциллограф одноканальный, к сожалению. Чтобы включить девайс, нажимаем и удерживаем красную кнопку. Сразу после включения попадаем в режим осциллографа. Видимо, потому что производители позиционируют его как осциллограф в первую очередь, но я считаю, что это не совсем правильно, потому что обычно мультиметром мы пользуемся все-таки чаще, чем осциллографом. Будь я разработчиком, я бы, наверное, сделал просто запоминание последней используемой функции. Углы обзора дисплея, ну вот давайте покрутим его вот так и посмотрим, как ведет себя дисплей. Никаких претензий к углам обзора у меня нет, все нормально. За годы своей деятельности я успел поработать с огромным количеством разных осциллографов. Очень важная вещь — это как организовано управление прибором. Если даже у осциллографа хорошие характеристики, но им неудобно управлять, то с таким прибором работать не хочется. Давайте посмотрим, как производится управление осциллографом в нашем приборе ZT702S. Здесь в левом верхнем углу у нас есть индикатор статуса развертки. Сейчас он показывает Run, это значит, что у нас развертка включена.
Эта полоска графически отображает память осциллографа и участок этой памяти, которая проецируется на экран прибора. Здесь по центру скорость горизонтальной развертки, то есть время на деление. Дальше чувствительность по вертикали, то есть напряжение на одно деление. Это уровень срабатывания триггера синхронизации. Этот уровень также отображается вот здесь, вот этой маленькой пимпочкой в виде треугольника. Это иконка, которая показывает степень разряда аккумулятора. Вот эта треугольная пимпочка показывает позицию осциллограммы по вертикали. Все это можно двигать. В нижней части у нас измерение. Вот это частота сигнала, который поступает на осциллограф. Дальше у нас амплитуда сигнала от пика до пика и максимальное напряжение. Это измерения, которые показываются по умолчанию. Через меню можно включить дополнительные параметры, дополнительные измерения. Как это делается, я расскажу чуть позже, когда мы подключим к осциллографу какой-нибудь сигнал. Сразу под экраном находятся 4 функциональные кнопки F1, F4. Эти 4 кнопки напрямую соответствуют 4 параметрам внизу экрана. В разных режимах работы прибора эти параметры разные, соответственно, изменяются и функции у этих функциональных клавиш. Нажимая на функциональную кнопку, мы выбираем соответствующий параметр, который в данный момент соответствует этой функциональной кнопке. Текущий параметр выделяется оранжевым цветом, и мы можем настраивать его вот этими кнопками со стрелками. Давайте в качестве генератора подключим к осциллографу вот этот замечательный прибор. Кстати, это тоже осциллограф, плюс тестер компонентов и плюс генератор. Обзор вы можете посмотреть по ссылке в описании. Подадим синусоиду частотой 1 кГц. Нажав на кнопку F1, выделим параметр Wall Time. И сейчас мы можем настраивать чувствительность осциллографа и время развертки. Стрелками влево-вправо меняется развертка. Вот таким вот образом. А стрелками вверх-вниз можно менять чувствительность осциллографа. Кнопка F2 соответствует второму параметру, нажимаем на нее, подсвечивается параметр Move, то есть двигать, и кнопками со стрелками мы можем двигать нашу осциллограмму вверх-вниз и влево-вправо. Нажав на F3, мы попадаем в третий параметр, который позволяет изменять напряжение триггера синхронизации. В этом режиме напряжение триггера показано зеленой полоской. Вот я сейчас двигаю зеленую полоску, она вышла за пределы осциллограммы и синхронизация сорвалась. Зеленые цифры в правом верхнем углу показывают как раз текущее напряжение синхронизации. Возвращаю зеленую полоску в область нашей синусоиды, и синхронизация восстанавливается. Кнопка F4 переключает режим работы аналогового входа осциллографа, то есть закрытый или открытый вход. Закрытый вход означает, что осциллограф показывает только переменное напряжение. Постоянная составляющая будет отсекаться конденсатором на входе прибора. Этот режим здесь обозначается как AC, то есть переменный ток, либо DC, постоянный ток, когда показывается постоянная составляющая тоже. Мы рассмотрели управление основными функциональными параметрами осциллографа. Есть еще дополнительные параметры, которые скрыты под большой кнопкой меню. Например, по умолчанию осциллограф измеряет 3 параметра входного сигнала. Это частота переменного напряжения, вот вы видите 1 кГц, размах амплитуды от пика до пика и максимальное напряжение сигнала. Для того, чтобы получить доступ к дополнительным измерениям, нажимаем вот на эту кнопку меню. И теперь функциональными кнопками F1 и F4 можно выбрать пункты нашего меню. А кнопками влево-вправо можно переключать страницы меню. Нам нужен вот этот пункт. Нажимаем на кнопку F4, и у нас появляется строка с дополнительными измерениями. Теперь осциллограф показывает минимальное значение напряжения сигнала, действующее значение или RMS, и показывает период сигнала. Надеюсь, вы знаете, что такое период. Это время цикла периодического сигнала. В данном случае это время полного цикла нашей синусоиды, то есть величина обратная частоте. Это удобно, когда нам нужно знать именно период, а не частоту, чтобы не пересчитывать это где-то отдельно. В данном случае для сигнала с частотой 1 кГц у нас период равен 1 миллисекунде.
Давайте еще раз зайдем в меню, посмотрим, какие там еще есть параметры дополнительные. Это параметр AC/DC. То же самое, что если бы мы нажали вот на эту кнопку. Он его дублирует. Режим развертки. По умолчанию стоит авто. Выйдем из меню. Сейчас у нас режим однократной развертки. Один раз он запомнил осциллограмму и развертка остановилась. Нажимая на кнопку Hold, мы можем запускать однократный режим развертки. Это очень удобно для того, чтобы отловить какой-то быстро изменяющийся процесс и потом его спокойно рассмотреть. Нажали, развертка запускается на один раз, запоминается осциллограмма и прибор переходит в режим остановки. Интересная функция этого прибора, он может запоминать осциллограммы и сохранять их во внутреннюю флеш-память. Делается это очень быстро, практически одним нажатием на кнопку. Вот на эту кнопку Hold Save мы нажимаем и удерживаем пару секунд. Сейчас у нас на экране синусоида, давайте ее запомним. Нажимаем и удерживаем. Сохранили. Давайте включим какую-то другую форму сигнала. Вот прямоугольник пусть будет. Еще раз сохраняем. Сохранили. Еще давайте вот треугольничек. Сохраняем. Ну и может быть вот такую пилу. Тоже сохраняем. Входим в меню, нажимая на вот эту большую кнопку. И перемещаемся на третью страницу меню. Нас интересует третий пункт, называется он Storage. Нажимаем кнопку F3. Все, теперь нужно подключить прибор к компьютеру. Компьютер увидел прибор как обычную флешку. В системе появился диск с буквой F. Открываем папку PIC. Видим графические файлы с расширением BMP. Это как раз и есть наши сохраненные осциллограммы. Их можно просмотреть. Нужные файлы можно скопировать в какую-то другую папку на вашем компьютере. Все файлы имеют одинаковое разрешение 320 на 240 точек. Это как раз и есть разрешение дисплея осциллографа 320 на 240. То есть фактически по нажатию кнопки наш осциллограф делает скриншот своего экрана. Наверное, многие знают, что у меня есть сайт по электронике по адресу musbench.com. Я сразу придумал, как можно использовать эту функцию. Например, я пишу какую-то статью про какой-то прибор, что-то измеряю этим осциллографом, делаю эти скриншоты и потом сразу вставляю их в статью на своем сайте. Сразу хочу сказать, что на своем сайте через пару дней я размещу инструкцию на русском языке на этот осциллограф, ну как бы в форме статьи. На момент выхода видео я не успел сделать эту статью. Оповещение о выходе статьи будет в разделе комьюнити на YouTube и в нашем телеграм-канале. Ссылку на телеграм-канал тоже вы найдете в описании. Давайте посмотрим на заявленные параметры прибора в режиме осциллографа. Полоса пропускания 10 МГц, метод сэмплирования реальное время, скорость сэмплирования 48 мегасэмплов в секунду, входное сопротивление 1 мегаом, входная емкость 16 пикофарад, максимальное входное напряжение 150 вольт. Это с выключенным входным делителем. Если включить входной делитель, то получается умножаем на 10, соответственно 1500 вольт. Объем памяти буфера осциллограммы 64 килобайта. Автоматические измерения: период, частота, амплитуда от пика до пика, максимальное и минимальное значение и эффективное значение, то есть RMS. Вот такой набор автоматических измерений. Я зачитал только самые основные параметры, тут их больше, можете сделать стоп-кадр и посмотреть. В комплекте есть специальная отвертка для калибровки делителя щупа. Вот такая пластиковая отвертка, она и должна быть пластиковая, видите, она вся сделана из пластмассы, за исключением небольшой металлической вставки вот здесь на кончике. Это сделано специально, чтобы отвертка не вносила корректировки в емкость подстроечного конденсатора, которым мы настраиваем щуп. Для калибровки щупа необходимо выключатель делителя перевести в положение 1 к 10.
Мы калибруем частотную характеристику именно делителя щупа. В положении 1 к 1 это не имеет смысла. И вот здесь на разъеме BNC у нас есть вот такое небольшое отверстие для отвертки, и там внутри подстроечный конденсатор. А здесь сбоку у нас есть выход прямоугольного сигнала частотой 1 кГц, который и предназначен для калибровки щупа. Ну и можно использовать еще как тестовый сигнал для различных целей. Поворачиваем подстроечный конденсатор и видим, как изменяется осциллограмма. Нам надо добиться как можно более ровного прямоугольного сигнала. Где-то так, я думаю, будет хорошо. Мы откалибровали частотную компенсацию на делителе кабеля. В режим мультиметра мы можем перейти, нажав клавишу Mode, вот эту. Управление мультиметром аналогично управлению осциллографом. На экране у нас есть 4 режима, которые соответствуют функциональным клавишам. Для того, чтобы перейти в каждый из режимов, нужно нажать соответствующую функциональную клавишу. Под клавишей F1 у нас измерение постоянного и переменного напряжения. Под клавишей F2 у нас измерение сопротивления, измерение емкости конденсаторов, проверка диодов и прозвонка цепей. Под клавишей F3 у нас измерение постоянного и переменного тока. Находясь в режиме измерения тока, мы можем также нажать F4 для того, чтобы включить функцию измерения малых токов. Она подписана миллиамперы. Прибор нас постоянно предупреждает, что будьте внимательны, в какие гнезда вы включаете ваш щуп, чтобы случайно не пытаться измерять напряжение в режиме тока, потому что это может привести как минимум к сгоранию предохранителя внутри прибора. Нажимаем F1 и переходим в режим измерения напряжения. Здесь меняется функция, видите? Теперь, нажав на F4, мы можем попасть в режим милливольтметра, то есть измерение малых переменных и постоянных напряжений. Вот он здесь обозначен милливольты, а также в режим измерения температуры. Для того, чтобы измерить температуру, необходимо подключить термопару вот в основные гнезда. Клавиши со стрелками в режиме мультиметра не задействованы. Также работает меню. Давайте нажмем на большую кнопку. Здесь мы можем переключить язык. Доступно только 2 языка в данный момент. Это английский и китайский. По кнопке F2 мы можем выбрать режим автовыключения прибора. У меня стоит здесь 15 минут. Можно выбрать 30 минут. 60 минут, то есть ваш мультиметр отключится через час, если вы не будете никаких действий с ним производить. 120 минут, то есть 2 часа. И можно полностью отключить режим автовыключения. Выбрать Cancel. Под клавишей F3 у нас регулировка яркости дисплея. По умолчанию стоит 50%. Можно поставить 80%, 100%. Экран становится очень ярким. Соответственно, сильнее разряжается аккумулятор. Минимум у нас 30%. Давайте оставим 50% по умолчанию. И последний пункт меню — это можно посмотреть версию прошивки. В приборе установлена прошивка 1.03.48. В режиме мультиметра у нас есть вот такая красивая псевдоаналоговая шкала. Сейчас у нас прибор находится в режиме милливольтметра переменного тока, поэтому на провода идут различные наводки. И мы видим, как перемещается вот эта стрелка довольно красиво, как в аналоговом приборе. Здесь показано, что прибор находится в режиме True RMS. Автоматический выбор пределов измерений. Можно отключить автоматику и переключать пределы измерения вручную. И ниже более мелким шрифтом у нас показывается максимальное напряжение, минимальное напряжение и измеряется частота. Это в режиме переменного напряжения. Видите, частота у меня 50 Гц. Это наводки от сети. В режиме измерения постоянного напряжения у нас здесь мелким шрифтом показывается максимальное напряжение, минимальное и среднее. За какой-то период, когда мы начали измерять что-то, у нас здесь всегда будет показываться среднее значение. Чтобы это сбросить, можно просто переключиться в другой режим и вернуться обратно. Тогда у нас вот эти значения сбросятся. Моя кошка пришла с вами поздороваться. Рокси, поздоровайся со зрителями, малыш. Интересно, что сохранять скриншоты экрана мы можем не только в режиме осциллографа, но и в режиме мультиметра. Точно так же нажимаем и удерживаем вот эту кнопку Hold Safe.
И прибор сохраняет скриншот, который потом можно посмотреть на компьютере. Если нажать на Hold и не удерживать, просто короткое нажатие, показания дисплея будут зафиксированы, заморожены. Здесь появится надпись Hold. Еще раз короткое нажатие и продолжаем измерение. Давайте попробуем что-то поизмерять. Измерим постоянное напряжение. Какой-то резистор. Это резистор на 4,7 кОм по номиналу. Это резистор на 10 кОм. Прозвонка цепей. Прозвонка цепей работает отлично, никакой задержки нет. Проверка диодов. В качестве диодов давайте проверим светодиоды. Есть у меня здесь светодиоды разного цвета свечения. Прибор показывает падение напряжения на светодиоде. 2,5 вольта для синего светодиодика. Из вот таких мелких маломощных светодиодов у синих самое высокое падение напряжения. Кстати, может кому-то будет полезно. Светодиод, включенный в прямом направлении, можно использовать в качестве стабилитрона, если вам нужно вот какое-то вот такое нестандартное напряжение стабилизации. Если, конечно, вам не нужна прямо очень высокая температурная стабильность удержания этого напряжения. И можно вполне использовать разного свечения, разное напряжение стабилизации у вас будет. Вот, например, красный даст вам 1,7 вольта примерно. У зеленого светодиода вот такое падение напряжения. То есть можно проверять светодиоды, они зажигаются этим прибором нормально. Вот у меня какой-то конденсатор, на нем написано 1,8 нанофарада. Вот такой керамический конденсатор, они используются в блокировочных цепях по питанию в основном. Это у нас 100 нанофарад. Конденсатор большой емкости, это 1000 микрофарад. Давайте попробуем его измерить. Это должно занять более продолжительное время. Думает. И показал емкость. Ну, то есть он показывает, конечно, в миллифарадах, как большинство мультиметров. 1 миллифарада это 1000 микрофарад. Какой-то конденсатор. Сколько-то микрофарад. Это конденсатор на 50 микрофарад. Режим тока я проверять не буду. Он есть. И я уверен, что он работает. Давайте подключим термопару. Она у нас есть в комплекте. Термопара подключается вместо вот этих щупов. Термопару нужно подключать в соответствии с полярностью. Красный в красный, черный в черный. Нагреваю руками термопару. Начинает расти температура. Изначально показал 25 градусов Цельсия. Наверное, где-то так и есть. Потому что сейчас у меня как раз на 25 градусов включен кондиционер здесь в комнате. Здесь у меня чай. Он уже почти остыл. Кстати, можно померить его температуру. Все еще 42 градуса температура моего чая. Количество отсчетов у этого мультиметра 10 тысяч на диапазон. Это неплохой параметр, хорошая дискретность. Обычно такое количество отсчетов у профессиональных приборов. У простых, дешевых, старых мультиметров вроде вот этого количество отсчетов всегда было 2000. Поэтому все шкалы, все диапазоны у нас были основаны на цифре 2. Это потому что 2000 отсчетов. Здесь у нас 10 тысяч отсчетов, поэтому и псевдоаналоговая шкала, и все, так сказать, внутренние, так сказать, виртуальные шкалы у нас имеют основание 10. То есть 10, 100, 1000. Разобрал, чтобы посмотреть, что там внутри. Разбирается легко. Ослабляете 4 винта и снимаете заднюю крышку. Здесь можно при необходимости поменять аккумулятор или поменять предохранители. Для тех, кому это интересно, немного поснимал печатную плату крупным планом. Очень плотно входит батарея. Так.
Все ссылки на прибор вы, как всегда, найдете в описании. Также я планирую сделать перевод инструкции к этому прибору на русский язык и разместить его в виде статьи на своем сайте musbench.com. Прибор хороший, он мне понравился. Красивый современный мультиметр с псевдоаналоговой шкалой, с удобным управлением. Осциллограф тоже хорошо работает. Полоса пропускания до 10 МГц для такого комбинированного прибора — это совсем даже неплохо. Из пожеланий, наверное, я бы хотел, чтобы добавили больше автоматических измерений в режиме осциллографа. Может быть, второй канал осциллографа, было бы вообще круто, но я это, наверное, уже раскатал губу. Вот такой прибор, друзья. Пишите в комментариях, понравился ли вам этот мультиметр-осциллограф, купили бы вы его себе, или, может быть, по какой-то причине он вам не понравился, тогда напишите почему. Напомню, что у нас есть канал в Telegram, есть чат в Telegram. Все ссылки будут там же в описании. В Telegram-канале я сообщу, когда выйдет статья с переводом вот про этот мультиметр на моем сайте. На этом все. Это был канал MBS Electronics и я, Олег. До свидания.